Здравствуйте. Хочу поделиться с вами опытом, как я собрал парящую кровать. Как видите, в каркасе кровати нету ножек, но есть основание, которое я сделал со смещением от края кровати. В основании использовал обычную обрезную доску, которая у меня осталась в процессе ремонта на даче, но я вам советую покупать сразу строганную. Методы сращивания досок и зарезания углов продемонстрирую на образцах. Доски в основании я скручивал между собой на длинные шурупы и обильно промазывая клеем. Конечно, такой метод не очень удачный. Приходилось много шлифовать и подгонять между собой детали. После того, когда весь клей высох, сошлифовываем перепады. Да, конечно, без специального оборудования делать идеальные стыки очень сложно. Но так как это натуральное дерево, будем думать, что у автора была такая задумка. Наружные углы у кровати я делал под 45 градусов и делал это с помощью циркулярной пилы. Да, диаметра диска мне не хватило и пришлось дорезать ножовкой и потом все выравнивать шлифовкой. Если углы под 45 градусов вы будете делать таким же способом, то начинайте сразу с углов, а потом уже торцуете доску в размер, так как у меня не с первого раза углы получались. Углы я скручивал на шурупы, углубив их шляпки, и все обильно промазывая клеем. Ну и когда мы все закончили, шлифуем кровать под финиш. Под финишную наждачку использовал 180 зерно. У каркаса кровати все наружные углы я закруглял, чтобы не побиться и были более прочными. Отверстия от шурупов я замазывал шпаклевкой под дерево, так как у меня кровать темная и этого не будет видно. Да, можно было забить чопики и обрезать их. В каркасе кровати все несущие реки также я все скручивал на саморезы и на клей ПВА. При соединении основания с каркасом я клей уже не использовал, а все скручивал на шурупы. Примеряю заднюю стенку кровати, заодно насверлил все отверстия и повесил тумбочки. На заднюю стенку и тумбочки я уже покупал мебельный щит, но покупал я его не в магазине, а у производителя. Это получилось на 40% дешевле, да еще и нарезали с точностью до миллиметра. После примерки я это все сразу покрыл маслом, но поспешил. Задняя стенка у меня 3 на 80 и толщиной 18 миллиметров, довольно тонкая, и все-таки ее повело немного. Так что пришлось ехать в магазин за рейками для усиления мебельного щита. Купил я рейки 18 на 50. Пустил я их по контуру зарезкой под 45 градусов и пару штучек сделал посередине. Хоть рейки и строганы, но мы все равно их все сошлифуем, также их края и углы. И делаем под саморезы отверстия и под шляпки зеньковку. Наношу клей и соединяю. При скручивании рейки со щитом сделал небольшой наплывчик. Таким образом, после шлифовки, соединение почти стало незаметным.
Ну и после этого опять же покрываем все маслом и даем ему высохнуть. После масла покрываем лаком. Я использовал уретан-алкидный яхтовый лак, который у меня остался после покрытия пола. Но я вам не советую его использовать, так как он долго сохнет, и за это время к нему прилипает много пыли. Так что возьмите лучше лак на водной основе, он быстро сохнет и почти не воняет. Когда подсох первый слой лака, я делал шлифовку. Шлифовку я делал 260 зерном, заодно убирая весь мусор. Наносим второй слой лака. Лак я наносил валиком с коротким ворсом. Пробовал кисточкой, но получилось много подтеков. Лак сох, я пошел собирать шуфлятки. Скручивал их на саморезы, предварительно все засверливая и зинкуя. После скрутки обрабатываем все края шлифовкой. Для фасада тумбочек я решил использовать необрезную доску, которая у меня осталась от зашивки стены. Да, необрезная доска, она обычно идет с корой и довольно сырая, так что вам придется ее очистить и подсушить. У меня они сохли на террасе. Сразу грубые неровности я убирал рубанку, но потом я все сошлифовывал. Во время примерки фасадов на тумбочке я их решил оставить в родном цвете, просто покрыв лаком. Но в этот раз я использовал лак на водной основе, так как он меньше дает желтизны. Но когда все высохло, приступаем к монтажу кровати на ее место. Кровать получилась довольно тяжелая и габаритная, так что вам понадобится помощник. Заднюю стенку кровати я прикручивал на мебельные шурупы, конфермат, ну а тумбочку на обычный шуруп. Отверстия уже были заранее засверлены. Для жесткости задней стенки я решил еще добавить по одному мебельному шурупу, прикрутив их через тумбочку к каркасу кровати. Крепил я опять же на мебельные шурупы, предварительно сделав отверстие специальным сверлом под конфермат. Лейки под матрас я делал из старой вагонки, которая у меня осталась в процессе демонтажа. Толщина ее, правда, 15 мм, надеюсь, не сломается. Но если сломается, заменим. Предварительно перед монтажом я засверлил себе отверстие и зинканул. Рейки крепил я шагом 4 см. Крепим розетки с выключателем. Цвет я выбрал черный матовый, на удивление он в 2 раза дороже, чем белый. Крепим направляющие к тумбочке и шуфлядке. При прикручивании фасада к тумбочке мне очень помогли струбцины.
Как видите, я отказался от ручки на тумбочке, а сделал зазор 2,5–3 см, а снизу наплыв. Все, на этом сборка кровати у меня была завершена. Комната у меня на втором этаже довольно большая, и даже с дальнего угла комнаты я не вижу основания у кровати. Так что 35 сантиметров достаточно для смещения основания от каркаса, и таким способом был достигнут эффект парящей кровати. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, мой опыт сборки парящей кровати пригодится для создания вашей кровати.